Я родилась в городе Минске, где жил убийца американского президента Ли Харви Освальд. А сейчас я сама живу в городе Голуэй, который посещал Джон Кеннеди за пару месяцев до своего убийства. У меня такое чувство, что дух Кеннеди преследует меня всю мою жизнь. И сегодня я готова наконец посмотреть ему в лицо и ответить на вопрос, кто и зачем в 1963 году грохнул американского президента. Меня зовут Саша Романова, я журналистка из Беларуси. Подписывайтесь на мой канал про Ирландию и поехали! Вот этот барельеф с профилем американского президента стоит недалеко от главной площади Голуэя. Памятный знак небольшой, по сути, находится на остановке общественного транспорта. Сравните с постаментами Ленину в каждом провинциальном городке СССР, где вождь точно так же был проездом. Кеннеди посетил Голуэй 29 июня 1963 года, и это был последний город в Ирландии, куда он заехал. Отсюда он на вертолете полетел в Римелек. Чайки кричат. Отсюда полетел в Лимерик, где находится аэропорт Шеннон с прямыми рейсами в Штаты. А вот как сегодня выглядит площадь, где в 1963 году выступал Кеннеди. Вот здесь, на Эйр-сквер, Кеннеди сказал потрясающую речь, суть которой: дорогие жители Голуэя, если вы в хорошую погоду выйдете на свой берег и посмотрите с него на запад, и вам будет хватать остроты зрения, то вы увидите Бостон, где все ваши кузены Райаны, Догерти, Флаерти работают в доках в порту. А если вы приедете в Вашингтон, то идите туда и скажите: я из Голуэя. И в ответ вы услышите, тут Кеннеди перешел на ирландский язык и сказал «Киад мила фолча», что в переводе означает 100 тысяч добро пожаловать. После такой речи неудивительно, почему площадь переименовали в его честь, и теперь это мемориальный сквер памяти Джона Фицджеральда Кеннеди. Что произошло дальше, мы все с вами прекрасно знаем. Через 5 месяцев Кеннеди посещал город Даллас в Техасе в рамках предвыборной кампании. Он ехал через толпу в президентском лимузине без верха и был смертельно ранен 2 выстрелами из винтовки. Убийство потрясло не только Америку, но и весь мир. Вот смотрите, Голуэй до сих пор помнит, как Кеннеди получил звание свободного человека города незадолго до убийства. И кто все-таки убил Кеннеди? Был это бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд или все же заговор ЦРУ и ФБР? А может быть, КГБ протянул свои длинные щупальцы аж до Далласа? Напишите в комментариях, что думаете вы на этот счет, а я в самом конце озвучу свою версию. Официально это сделал 24-летний работник книгохранилища Ли Харви Освальд. В июне 1962 года он вернулся в Соединенные Штаты Америки из Минска, где прожил почти 2,5 года в такой небольшой квартирке на берегу реки Свислочь. В это сейчас сложно поверить, но бывший морской пехотинец проникся взглядами Ленина и Маркса и попросил в Советском Союзе убежище. Он приехал по туристической 5-дневной визе посмотреть Москву, и прямо вот у переводчицы в гостинице «Интурист» сказал, что вот он хочет остаться. Он даже попробовал вскрыть себе вены в ванной гостиницы, чтобы доказать серьезность своих намерений. Но спецслужбы долго думали, что им с ним делать, потому что понятно, что оставлять в Москве его было опасно. И тогда решили отправить его в провинциальный Минск, где за ним просто банально будет легче следить. Я дважды была в квартире Ли Харви Освальда в Минске. Она такая крошечная квартирка, где с 60-х не делалось особенного ремонта. Там жил такой военный пенсионер Эдуард Сагындыков, который с удовольствием показывал
Вот это люстра, где стояли жучки КГБ, которые записывали, что делал Освальд в этой квартире. Вот это лепнина, здесь вот тоже, говорят, что-то устанавливали. А вот унитаз я не менял с 62 года. То есть, и ты понимаешь, что ты можешь прикоснуться к истории, и что это практически музей, только там живет вот этот человек и хранит вот эту вот память про там самое зловещее убийство. Но тем не менее, вот первый раз в «Нехорошей квартире» меня, ну, просто вот очень впечатлило. А второй раз я уже предложила хозяину, Эдуарду, сняться в моем фильме, который назывался «Минск культовый». Это было в 2019 году. И вот послушайте, что он сказал. Я попал совершенно случайно, когда мне понадобилось продать ту квартиру, в которой я раньше жил, потому что она большая, а мне большая уже была не нужна. Я обратился к риэлтору, и он нашел мне вот такой вариант. Ту продал, а эту купил. А совершенно случайно я потом уже узнал, что в этой квартире жил Ли Харви Освальд. No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. До этого меня не очень интересовал этот товарищ. Мне было до фонаря, кто он такой. Я не уверена в том, что Эдуард сейчас еще жив. Все-таки, когда мы снимали этот фильм, а это было уже 6 лет назад, ему было уже так хорошо за 80. Но я бесконечно ему благодарна за то, что он открывал дверь своей этой квартиры всем журналистам, всем, кто хотел посмотреть на место, где жил убийца американского президента. За это ему просто поклон и уважение. И самое интересное, что сам Эдуард не верил в то, что Ли Харви Освальд убил президента. То есть он верил в заговор. И вот он так и говорил, что я здесь живу, если бы у него были эти мысли, то я бы это почувствовал. А так вот я... Ну, то есть ему столько рассказывали, там книги писали про Ли Харви Освальда, а он вот жил, и постоянно приходили туда просто какие-то иностранные журналисты. И, видимо, он так проникся, в конце концов, историей этого человека. Ну, а поскольку все белорусы достаточно люди, которые сочувствуют, то вот ему показалось, что его миссия сейчас будет уверять всех в том, что Ли Харви Освальд невиновен. Ну, наверное, если ты живешь в таком странном месте, как квартира убийцы американского президента, вообще президента, то ты будешь верить в его невиновность, потому что иначе у тебя просто кукуха поедет. Интересно, что с американцем тусовались многие минские элиты того времени. На радиозаводе, нынешнем заводе «Горизонт», к нему приставили старшего инженера Станислава Шушкевича, того самого, кто станет первым главой независимой Белоруссии в 1991 году. Работал Ли Харви Освальд на заводе рабочим по металлу. Выходил ему оклад 700 рублей, плюс еще Красный Крест ему отправлял помощь, еще 700 рублей. То есть в месяц у него выходило 1400, как у директора завода, о чем он сам писал у себя в дневнике. И в какой-то момент на танцах, по-моему, в Доме профсоюзов, он знакомится с фармацевткой из 3-й клинической больницы Мариной Прусаковой. И вот они женятся в Минске, и у них даже здесь рождается первая дочь, которую называют Джун Ли Освальд. В 1961 году Ли Харви Освальд начинает вести переписку с американским посольством. В это время он пишет у себя в дневнике: «Я начинаю пересматривать свое желание остаться в Советском Союзе. Работа серая, деньги негде тратить. Нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно». Вот это признание, что в Минске 60-х нет боулинга, помню, очень сильно веселило нас, минчан. Еще один интересный факт. В начале 90-х американскому писателю Норману Мейлеру, который писал биографию Ли Харви Освальда, удалось ознакомиться с расшифровками общения супругов, которую вел КГБ.
При правлении Станислава Шушкевича, того самого инженера с завода, приставленного к Ли Харви Освальду здесь, в Минске, был короткий период либерализации, когда открылись архивы КГБ. Ну, конечно, при Лукашенко все это закрылось опять, но тем не менее, вот писатель тогда просто сделал свою работу. Вот вам типичная запись ругани супругов Ли Харви и Марины в мае 1962 года. Марина говорит: делай, что хочешь, я с тобой не поеду. Ну, в смысле, уже в Америку Ли Харви собирается. Ты никогда ничего не делаешь, чтобы мне помочь. Иди корми ребенка, плачет. Освальды идут на кухню. В 12:50 возвращаются в комнату. Марина начинает кричать: «Прочь с моих глаз, собака, мерзавец! Не смотри на меня так! Никто тебя не боится! Иди к черту, подонок!» Освальд отвечает: «Очень хорошо». Марина: «Можешь ехать в свою Америку без меня, и, надеюсь, ты сдохнешь по дороге». Ну, вот такой вот милый обмен любезностями. Марина все же поехала с Освальдом в Америку и даже родила ему там второго ребенка, буквально за месяц до убийства Кеннеди. Одной из конспирологических теорий было то, что в Америке Марина нашла любовника, который был очень похож на Кеннеди. И вот Освальд застрелил президента из ревности. Но, конечно, верить этому или нет, я не знаю. Но факт заключается в том, что когда уже самого Ли Харви Освальда застрелил владелец ночного клуба Джек Руби, то у Ли в бумажнике нашли фото с Мариной на том самом балконе в Минске и еще фото детей. Его вдова повторно выйдет замуж за владельца ранчо в Техасе. Это был состоятельный мужчина, и до сих пор Марина Прусакова Освальд Портер живет в Техасе. А вот давайте посмотрим кадры прощания жителей Галвея с президентом Кеннеди. Then the presidential party gets on its way through the narrow, winding streets of ancient Galway. Ну а мы с вами проследуем последней дорогой Джона Кеннеди через город Галвей. После своей речи на Эйр-сквер он проехал в кортеже вот здесь, по этим дорогам. Сначала Уильям-стрит, по которой мы идем. Дальше Уильям-стрит переходит в Шоп-стрит, а потом поворот на Мейнгард-стрит. И дальше уже вниз Солт-Хилл. День был невероятно ветреный, и, сидя в машине, Кеннеди спросил Тишока, тогдашнего премьер-министра: «А что это за Солт-Хилл? Куда мы вообще едем?» И тот говорит: «Ну, это наш морской курорт». Кеннеди такой: интересно, значит, люди должны купаться в море? Наверное, только спартанцы это делают. И он был чертовски прав, потому что в Ирландии море холодное, и даже летом, в июне, там купаются только спартанцы. Но это правильно, нужно брать от океана все. И я думаю, что в Галвее до сих пор можно найти, особенно где-нибудь в пабе вечером, человека, который пожимал руку Кеннеди. Потому что американский президент, он был абсолютно бесстрашен. Он, несмотря на свою службу безопасности, он бросался в толпу, пожимал всем руки, ездил в автомобиле без верха, за что в конце концов и поплатился. Вообще при Кеннеди развернулась вовсю холодная война между Штатами и Красной империей. А сам факт того, что американец прокоммунистических взглядов убил американского президента, вызывал массу скепсиса. Может, это было КГБ? Может, это было ЦРУ? Вообще теорий заговора до сих пор огромное количество. Историю всегда делают маленькие люди. В случае с Освальдом просто серые мыши. И в газетах был напечатан маршрут, по которому кортеж президента проедет в Далласе. Он купил эту газету, увидел маршрут и просто просчитал траекторию выстрела. Он же был морским пехотинцем, он по умолчанию умел обращаться с винтовкой. И вот он просто взял и застрелил Кеннеди. И, кстати, после этого никто из американских президентов уже не ездил в машине с открытым верхом.
Хотя покушение на Трампа летом 2024 года, когда ему выстрелом оцарапало ухо, говорит о том, что таких серых мышей, которые могут повернуть вспять мировую историю, до сих пор много, как будто бы и не было этих 60 лет. Напишите мне в комментах, что вам больше всего понравилось в моей истории. И не забудьте подписаться. И еще у меня есть функция «Супер спасибо». Если вы хотите меня отблагодарить, то мне будет очень приятно. Спасибо большое за ваше внимание. Скоро увидимся. Всех люблю. Пока.